Сегодняшний выпуск получился очень разным. Здесь будет и радость за заслуженную награду, и настоящая закулисная интрига, и новости из Парижа, и тревожные ожидания поклонников любимых сериалов. Хазал Тюрисан получила важную актерскую премию во Франкфурте. Ханде Эрчил снова появилась на международном вечере в Париже и, конечно, привлекла к себе огромное внимание. А вокруг сериала «Это море переполнится» разгорелось столько разговоров из-за ухода Анура Дильбера, что зрители теперь пытаются понять, что же на самом деле случилось с Гизепом. Но и это еще не все. Морошанец продолжает выходить за пределы Турции. Небахат Чехри снова доказывает, что настоящая элегантность не зависит от возраста. В вероятной любви появляется новая героиня, а в далеком городе поклонников ждет непростой новый сезон с возможными прощаниями. И, конечно, отдельно поговорим о Джемри Байсел. Актриса сообщила, что операция прошла успешно, и поклонники с облегчением выдохнули. Дорогие зрители, устраивайтесь поудобнее. Сегодня будет выпуск, где за каждой новостью стоит не просто имя знаменитости, а целая история с эмоциями, надеждами, слухами, решениями и тем самым турецким драматизмом, за который мы так любим эти сериалы и их звезд. Начнем с очень приятной новости. Хазал Тюрисан была удостоена премии «Лучшая актриса» на 26-м турецком кинофестивале во Франкфурте. И для поклонников турецкого кино это не просто очередная красивая награда в биографии актрисы. Это признание ее зрелой, тонкой и очень внимательной актерской работы. Многие зрители хорошо знают Хазал по сериалам. У нее есть тот редкий тип экранного присутствия, когда актриса не пытается перекричать сцену, не забирает внимание грубой силой, а действует мягко, точно и постепенно. Она умеет играть не только словами, но и взглядом, паузой, усталой улыбкой, внутренним напряжением. Именно поэтому подобные премии особенно важны. Они показывают, что актрису видят не только как красивое лицо из популярных сериалов, но и как серьезную артистку, которая способна вести большую драматическую историю. На фестивале во Франкфурте Хазал отметили за работу в фильме «Не так, как вы думаете». Уже само название звучит интригующе, будто предупреждает зрителя: не спешите судить, не делайте выводы по первой сцене, за каждым человеком может скрываться больше, чем кажется на первый взгляд. И это очень подходит самой Хазал. Она как раз из тех актрис, которые раскрываются постепенно. Вначале вы можете просто наблюдать за ее героиней, а потом вдруг понимаете, что именно она держит эмоциональный центр истории. Для русскоязычных поклонников турецких сериалов такая новость тоже приятна. Мы часто следим за рейтинговыми проектами, за личной жизнью актеров, за слухами и новыми парами. Но иногда особенно важно остановиться и сказать: вот здесь актрису оценили именно за профессию. За талант. За труд. За то, что она вложила в роль. Так что поздравляем Хазал Тюрисан с этой наградой. И, возможно, после такого признания к ней будут присматриваться еще внимательнее и режиссеры, и продюсеры, и зрители, которые ждут от нее новых сильных ролей. А теперь переходим к одной из самых обсуждаемых и запутанных тем последних дней. Речь о сериале «Это море переполнится» и об уходе Анура Дильбера, который играл Гизепа. Гизеп успел полюбиться зрителям. У таких персонажей часто бывает особая судьба, они могут не быть главными героями на бумаге, но постепенно становятся очень важными для публики. Зритель к ним привыкает, ждет их появления, следит за каждой репликой. Поэтому новость о том, что Анур Дильбер не появится в новом сезоне, вызвала сильную реакцию. Сам актер, как сообщается, был удивлен и расстроен. В своем заявлении он дал понять, что ожидал продолжения истории Гизепа и узнал о решении не так, как, вероятно, хотел бы. И вот здесь началось самое интересное. Вокруг ухода сразу стали появляться разные закулисные версии. По данным турецкой прессы, между актером и производственной командой могло накопиться напряжение. Среди обсуждаемых причин называют то, что Анур Дильбер якобы обращался к сценаристам с просьбой написать для него сцену. В
таких историях всегда очень тонкая грань. Актер может переживать за своего героя, хотеть развития линии, видеть, что персонаж нравится зрителям. Но сценаристы и продюсеры, в свою очередь, смотрят на всю картину целиком. Также обсуждалось, что актер опубликовал прощальное сообщение еще до окончательного завершения всех переговоров. А поклонники заметили и странное движение в социальных сетях. В один момент он отписался от сценаристов, а затем снова подписался. Казалось бы, мелочь. Но сегодня для фанатов такие детали становятся почти отдельным расследованием. Самая громкая версия касается предполагаемого конфликта на съемках с Улашем Туноястепи во время сцены с Хной в финале. Но здесь важно сказать очень четко, это именно слухи и кулуарные утверждения. Официально вся картина не раскрыта, а значит, превращать такие разговоры в твердый факт нельзя. Интересно и другое. Несмотря на все эти разговоры, сам сериал продолжает подготовку к новому сезону. Съемки, по сообщениям, должны начаться осенью. История еще дорабатывается, и зрители ждут, как авторы объяснят отсутствие Гизепа. Ведь если персонаж был любим, просто убрать его из кадра – рискованный шаг. Параллельно обсуждается и линия Фатиха Фортуны. Пока не ясно, кто сыграет этого героя и как именно его введут в сюжет. Продолжится и линия Тимура Волкова, которого играет Джилил Молчикан. Более того, в истории может появиться семья Тимура, а это уже открывает новый пласт конфликтов. Но главный вопрос все равно остается прежним. Что произошло с Гизепом? Это был творческий выбор, производственный конфликт, недопонимание между сторонами или целая цепочка напряженных событий? Пока зрителям остается только ждать и внимательно следить за новыми заявлениями. Одно можно сказать точно – уход любимого персонажа редко проходит тихо. Особенно если зрители чувствуют, что его история могла быть продолжена. Следующая новость переносит нас из закулисных разговоров прямо в Париж. 23 июня Ханде Эрчел появилась на ужине Памелота, посвященном запуску новой высокой ювелирной коллекции. Для Ханде такие международные появления уже давно стали частью ее публичного образа. Она не просто актриса, которую любят зрители в Турции и за ее пределами. Она постепенно закрепляет за собой статус женщины, которую приглашают на крупные модные и ювелирные события мирового уровня. Париж в этой истории тоже играет особую роль. Это город, где любое появление знаменитости мгновенно превращается в визуальное событие: платье, украшения, макияж, прическа, жесты, фотографии на выходе, первые публикации в соцсетях. И, конечно, поклонники Ханде следят за каждой деталью. Памелота проводит в Париже важную выставку, посвященную своему ювелирному миру, а закрытый вечер 23 июня стал своего рода началом этой большой истории. На таких мероприятиях собираются не только клиенты бренда, но и международные лица, актрисы, модели, представители модной индустрии. И появление Ханде среди них снова показывает, турецкие звезды давно перестали быть только локальными знаменитостями. Для русскоязычных зрителей Ханде Эрчел, конечно, остается прежде всего актрисой из любимых сериалов. Но ее нынешний путь показывает еще одну сторону профессии. Сегодня актриса может быть не только героиней романтической истории на экране, но и лицом международных брендов, участницей светских вечеров и фигурой, за которой следят модные медиа. Отдельно интересно, что каждый ее выход почти сразу вызывает обсуждение. Одни восхищаются образом, другие спорят, третьи ищут намеки на будущие проекты. Но равнодушных, как правило, мало. А это значит, что Ханде по-прежнему умеет удерживать внимание публики. И, возможно, в ближайшее время мы услышим о ней не только в связи с красными дорожками и ювелирными вечерами, но и в связи с новыми актерскими работами. Потому что поклонники все-таки ждут от нее не только красивых выходов, но и сильной роли, которая снова заставит говорить: вот она, та самая Ханде, ради которой зрители включают серию за серией. А теперь новость для тех, кто скучает по проекту «Морошанец».
Сериал с Бураком Денизом и Алиной Босс продолжает расширять свою международную географию. Сообщается, что теперь он выходит на цифровой платформе ВОЙО для зрителей Сербии, а также Боснии и Герцеговины. На первый взгляд может показаться, сериал ведь не новый, о чем здесь снова говорить? Но именно такие новости лучше всего показывают, насколько живучими бывают удачные турецкие проекты. Они могут завершиться в Турции, но потом годами продолжать находить новую аудиторию в других странах. «Марашанец» — один из тех сериалов, где сработало сразу несколько важных элементов. Во-первых, харизма Бурака Дениза. Его герой был сильным, закрытым, раненым человеком, за которым чувствовалось прошлое, боль и внутренняя тайна. Во-вторых, Алина Босс добавила истории ту самую женскую мягкость, из-за которой зрителю хочется переживать за пару. Именно сочетание опасности, защиты, любви и тайны часто делает турецкие сериалы особенно привлекательными за границей. Зрителям не обязательно знать все особенности турецкого телевидения. Им понятны эмоции, страх за близкого человека, желание защитить, боль прошлого, притяжение между героями, которые сначала не должны быть вместе, но постепенно становятся друг для друга очень важными. Балканы вообще хорошо принимают турецкие сериалы. Там близкие семейные темы, драматичные истории, сильные характеры и долгие эмоциональные линии. Поэтому выход «Марашанца» на ВОЙО может подарить проекту новую волну популярности. Для поклонников Бурака Дениза и Алины Босс это еще и приятный повод вспомнить сам сериал. Ведь иногда старый проект возвращается в новости не из-за продолжения, а благодаря тому, что его снова открывают для себя зрители в другой стране. И это, пожалуй, один из самых красивых признаков настоящего успеха, когда история не исчезает после финальной серии, а продолжает жить от Стамбула до Балкан, от старых поклонников к новым зрителям. Пятая новость совсем другого настроения, но, возможно, она особенно понравится многим нашим зрительницам. Речь о Небахат Чехре. Несмотря на возраст, Небахат Чехре выглядит просто потрясающе. Но здесь хочется говорить не только о внешности. Потому что ее главный секрет, кажется, не в красивой одежде и не в удачных фотографиях. Ее секрет в достоинстве, осанке, уверенности и той редкой внутренней собранности, которую невозможно купить. Для миллионов зрителей Небахат Чехре навсегда осталась Валиде Султан из «Великолепного века». И это тот случай, когда актриса настолько точно вошла в образ, что зрители до сих пор воспринимают ее как символ силы, власти и благородства. У нее в кадре была особая энергетика, один взгляд, и уже понятно, кто здесь держит дворец. Но за пределами сериала Небахат не менее интересно. Она принадлежит к поколению артисток, для которых слава была не просто вспышкой в социальных сетях, а большим жизненным путем. Карьера, дисциплина, умение держать себя, уважение к профессии – все это чувствуется в ее образе и сегодня. Очень важно, что Небахат Чехре не пытается выглядеть как юная девушка. Она не спорит со временем грубо и отчаянно. Она будто говорит, возраст может быть красивым, если в нем есть стиль, мера и уважение к себе. И, наверное, именно поэтому ее так любят женщины старшего поколения. Потому что в ней есть не навязанная молодость, а настоящая женская элегантность. Та самая, которую видно по походке, по выбору одежды, по спокойной улыбке, по умению не суетиться. В турецкой прессе Небахат не раз говорила о профессии, о старом кино, о том, как изменились условия работы актеров. И в ее словах чувствуется человек, который многое видел, многое пережил и теперь может позволить себе говорить прямо. Такие актрисы напоминают, красота не заканчивается в определенный день рождения. Она просто меняет форму. Сначала это юность и блеск, потом опыт и характер, а позже достоинство и легенда. И Небахат Чехре сегодня именно такая легенда, женщина, на которую смотрят и говорят не только, как она хорошо выглядит, но и как красиво она несет себя через годы. Переходим к сериалу «Вероятная любовь». К актерскому составу проекта присоединилась Йонджа Шахинбаш,
и уже во втором эпизоде зрители увидят ее героиню Сельму Эминдак. На первый взгляд, это просто новое имя в актерском составе. Но в турецких сериалах появление матери главного героя редко бывает случайным. Особенно если речь идет о любовной истории. Сельма Эминдак станет матерью Кадира, которого играет Экин Коч. А это значит, что в сюжет может войти не только новый персонаж, но и новая сила влияния. В турецких драмах мать героя часто знает больше, чем говорит. Она может поддерживать сына, может защищать его, а может, наоборот, стать человеком, который начнет вмешиваться в его чувства и решения. Вероятная любовь уже строится вокруг эмоций, сомнений и выбора. В центре – люди, которым нужно понять, готовы ли они снова довериться любви. И появление Сельмы может добавить истории более семейный оттенок. Ведь любовь в турецких сериалах редко бывает только делом двух людей. Почти всегда рядом появляются родители, прошлое, старые обиды, социальные ожидания и вопрос, а примет ли семья этот выбор? Йонджа Шахинбаш – актриса с опытом, и такие роли требуют не только строгости, но и внутренней глубины. Мать Кадира может быть не просто женщиной, которая пришла и задана. Она может стать ключом к тому, почему сам Кадир такой, какой он есть. Почему он любит именно так. Почему боится или, наоборот, слишком уверенно идет напролом. И это как раз то, что любят зрители, когда за романтической линией начинает раскрываться семейная история. Потому что за каждым взрослым человеком стоит дом, в котором он вырос, мать, которая его любила или контролировала, и прошлое, которое он несет с собой даже тогда, когда пытается начать все заново. Так что второй эпизод «Вероятной любви» может быть особенно интересным. Новая героиня способна не просто появиться в кадре, а изменить баланс отношений вокруг Кадира. Седьмая новость касается проекта «Моя любовь. Черное море». По сообщениям турецких источников, Лейла Танлар утверждена на главную роль и заменит Аслыхан Малбару, которая ранее покинула сериал. Здесь ситуация интересна тем, что проект еще не успел полноценно выйти к зрителю, а вокруг него уже обсуждают серьезные изменения. Сначала из команды, как писали турецкие медиа, ушел Эмре Бей, затем стало известно о расставании со Аслыхан Малбарой. И теперь на первый план выходит Лейла Танлар. Для любого нового сериала смена главных актеров до старта – это всегда чувствительный момент. С одной стороны, зрители еще не успели привыкнуть к первоначальной паре на экране. С другой, поклонники уже успели обсудить кастинг, представить химию между героями, настроиться на определенный образ. Лейла Танлар – актриса, у которой есть своя аудитория. Многие помнят ее по «Вдребезги», где она начала путь совсем молодой, а позже она доказала, что может играть более зрелые и драматичные роли. У нее выразительная внешность и достаточно мягкая, но заметная экранная энергия. Название «Моя любовь. Черное море» уже само по себе обещает большую эмоциональную историю. Черноморский регион в турецких сериалах часто связан с сильными характерами, семейными конфликтами, гордостью, тайнами, природой и судьбой, от которой невозможно убежать. Если проект действительно сделает ставку на эту атмосферу, Лейле Танлар предстоит очень ответственная роль. Пока важно не забегать вперед. Официальные детали могут еще уточняться, а такие кастинговые новости иногда меняются до старта съемок. Но если назначение Лейлы окончательно, то сериал получает новую женскую героиню, вокруг которой теперь будет строиться ожидание. И главный вопрос для зрителей простой: сможет ли Лейла Танлар быстро заставить публику забыть о прежнем варианте кастинга и поверить именно в ее героиню? В турецких сериалах такое бывало не раз. Иногда замена воспринимается болезненно, а иногда именно новый выбор оказывается тем самым попаданием, которое спасает всю историю. Восьмая новость о Бураке Тоскапаране. Сообщается, что актер отказался от 2 работ в новом сезоне и на данный момент не согласился ни на один новый сериал. На первый взгляд это может показаться странным.
Если актеру поступают предложения, почему не выбрать одно и не выйти к зрителю как можно быстрее? Но в актерской профессии иногда важнее не количество проектов, а правильный выбор. Бурак Тозкапаран относится к тем актерам, за которыми внимательно следит молодая аудитория, но и зрители турецких драм уже хорошо знают его лицо. У него есть харизма, внешность, подходящая для романтических и драматических линий, и при этом он не выглядит актером одной роли. Именно поэтому предложения к нему могут приходить самые разные. Но новый сезон – это всегда риск. Если актер соглашается на слабый сценарий, на неудачную пару или на проект, который быстро закрывают, зритель может просто не успеть увидеть его потенциал. А если подождать, можно выбрать историю, которая действительно даст роль с развитием. Конечно, пока эта новость подается осторожно. Широкого официального подтверждения по всем деталям нет, поэтому правильно говорить, по сообщениям, Бурак отказался от 2 предложений и пока не закреплен за новым сериалом. Но сама ситуация очень любопытна. Возможно, актер берет паузу, чтобы не ошибиться. Возможно, ждет более сильный сценарий. А может быть, переговоры по какому-то проекту еще идут за закрытыми дверями, и зрителям просто пока не раскрывают карты. Для поклонников такая пауза всегда тревожна. Когда любимого актера долго нет в новом проекте, начинается беспокойство, почему молчит, что выбирает, не ушел ли в тень. Но иногда именно тишина перед новым сезоном оказывается самым интересным моментом. Потому что за ней может скрываться неожиданная роль. Если Бурак действительно один из востребованных актеров этого сезона, то его следующий выбор будет особенно показательным. Он может пойти в романтическую драму, в семейную историю, в более жесткий проект или даже в цифровую платформу. И каждый вариант будет означать разный путь. Так что сейчас главное – не спешить с выводами. Иногда отказ от 2 проектов говорит не о проблемах, а о том, что актер стал внимательнее относиться к своей карьере. 9-я новость для всех поклонников сериала «Далекий город». И здесь, конечно, эмоций будет много, потому что речь идет о новом сезоне, съемках и возможных уходах сразу нескольких героинь. По сообщениям турецкой прессы, съемки 3-го сезона «Далекого города» на канале начнутся в конце августа. Перед этим Озан Акбаба должен завершить работу над проектом «Подмастерье». И это уже само по себе важно. Озан остается одной из главных опор истории, а значит, зрители снова увидят продолжение большой линии семьи Албора. Но вместе с ожиданием нового сезона пришли и тревожные новости. Сообщается, что Ипек Аркан, которая играет Мужгян, не появится в новом сезоне. А вот уход Джерин Марай, исполняющий роль Мирьем, пока подается с оговоркой: если в последний момент не произойдет изменение сценария, вероятность ее ухода оценивают примерно в 90%. Для зрителей это болезненная тема. В таких семейных драмах каждый персонаж – это не просто отдельная линия. Это часть большого дома, часть привычной атмосферы, часть эмоциональной памяти сериала. Когда из истории уходят герои, зрители чувствуют, будто меняется сама ткань проекта. Мужгян и Мирьем были не просто фоновыми фигурами. Через них раскрывались отношения внутри семьи, напряжение, обиды, слабости, маленькие человеческие моменты. Поэтому возможные прощания неизбежно вызовут вопросы, как сценаристы объяснят их отсутствие. Будут ли закрыты их линии достойно? Или зрителям придется самим додумывать, что произошло? При этом есть и более спокойная новость. Чагла Шимшик, которая играет Ипек, продолжит участие в проекте. А значит, не все женские линии будут оборваны. История Ипек останется в новом сезоне, и, возможно, ее роль даже станет заметнее на фоне изменений в составе. «Далекий город» держится не только на драме, но и на ощущении большого семейного мира. Здесь важны взгляды, молчание, старые тайны, столкновения характеров и то, как прошлое влияет на настоящее. Поэтому 3-й сезон может стать переломным.
Авторам нужно не просто продолжить сюжет, а удержать и атмосферу, за которую зрители полюбили сериал. Поклонники уже сейчас обсуждают, кого добавят в актерский состав, какие линии усилят и не станет ли новый сезон слишком другим. Но именно такие перемены часто и дают сериалу второе дыхание. Главное, чтобы «Уходи» были не ради шума, а ради сильной истории. Потому что зритель готов принять многое, если чувствует, его любимых героев не просто убрали, а проводили с уважением. И завершим сегодняшний выпуск новостью о Джемри Байсел. Актриса сообщила, что ее операция прошла успешно. Такие сообщения всегда заставляют поклонников волноваться. Даже когда артистка старается говорить спокойно и не драматизировать, зрители все равно переживают. Потому что для многих актеры из любимых сериалов становятся почти родными людьми. Мы видим их на экране годами, радуемся их новым ролям, следим за их жизнью, и когда речь заходит о здоровье, хочется услышать только одно – «все хорошо». Джемри как раз дала поклонникам такой сигнал. Она написала, что все в порядке, попросила не переживать и поблагодарила за молитвы и поддержку. Подробности операции актриса не стала раскрывать полностью, и это ее право. В таких темах особенно важно уважать личные границы. Поклонники, конечно, сразу начали оставлять теплые комментарии, желать восстановления и сил. И это показывает, насколько сильной может быть связь между артистом и зрителями. Иногда одно короткое сообщение из больничной палаты собирает вокруг человека огромную волну добра. Джемри Байсел в последние годы много обсуждали не только из-за проектов, но и из-за личной жизни, образов, перемен, новых ролей. Но сейчас главное не слухи и не карьера. Главное, чтобы она спокойно восстановилась и вернулась к работе тогда, когда будет готова. И в этом тоже есть важный человеческий момент. Звезды часто выглядят для нас очень сильными, красивыми, недосягаемыми. Но они также болеют, устают, переживают, нуждаются в поддержке и тишине. Поэтому хочется пожелать Джемри здоровья, спокойного восстановления и только хороших новостей впереди. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подходит к концу. Напишите в комментариях, какая новость сегодня удивила вас больше всего: уход Гизепа из «Это море переполнится», возможные перемены в далеком городе, новый выход Ханде Эрчил в Париже или сообщение Джемри Байсел? Если вам интересны новости турецких сериалов и любимых актеров, обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ставьте лайк этому выпуску и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. Спасибо, что смотрите нас. До новых встреч!